Сегодня вяжем плотный узор спицами, очень интересный, универсальный узор для вязания обычных базовых изделий. Таким узором можно связать детский свитер, взрослый свитер, шарфики, интересную шапочку можно связать. Он достаточно объемный и интересный. Вяжется он супер просто. Раппорт узора составляет 3 петли и 4 ряда в высоту. Для вязания я наберу 15 петель на основной узор, плюс 2 петли для симметрии и плюс 2 кромочные. Итого 19 петель. Набирать буду обычным способом. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Итак, 19 петель у меня на спицах. Начинаю вязать с первого ряда. Кромочную первую петлю я всегда провязываю в первом ряду. И начинаем вязать 2 изнаночные. Из следующей петли мы вывязываем 2. Сначала мы вывязываем 1 лицевую за переднюю стенку, не скидывая эту петлю с левой спицы, мы снова из нее вывязываем 1 лицевую петлю за заднюю стенку. Скинули. Раппорт узора провязан. 2 изнаночные. Из следующей петли мы вяжем сначала 1 лицевую за переднюю стенку, петлю не скидываем с левой спицы и за заднюю стенку вяжем также лицевую. Скинули. И так до конца ряда. 2 изнаночные, лицевая за переднюю стенку, лицевая за заднюю стенку, скинули, 2 изнаночные, лицевая за переднюю, лицевая за заднюю, 2 изнаночные, лицевая за переднюю, лицевая за заднюю стенку и 2 петли для симметрии, это 2 изнаночные петли. Кромочная тоже я вяжу изнаночной. Первый ряд готов. Второй ряд. Кромочную сняли, 2 лицевые. И вот эту удвоенную петлю, которую мы из одной вывязали 2 в прошлом ряду, мы вяжем из 2 1 изнаночную. Заводим спицу за передние стенки и вяжем изнаночную петлю. Раппорт провязан. 2 лицевые, 1, 2, из 2 петель 1 изнаночная, 2 лицевые, из 2 петель 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, и в конце ряда 2 петли для симметрии, 2 лицевые. Второй ряд провязан. Сами шишечки мы вывязали. Очень простой способ вывязывания небольших шишечек. Так смотрится. И сейчас третий ряд мы вяжем все петли лицевой. 1, 2. До конца ряда за правые стенки вяжем петли лицевой петлей. За правые стенки. Кромочная, изнаночная. И последний 4-й ряд. Все петли мы вяжем изнаночной петлей за правые передние стенки. В моем случае изнаночная лежит правой стенкой к лицу, мы вяжем за эту стенку.
Узор, первый раппорт мы провязали. Кромочную мы снимаем. По узору мы вяжем 2 изнаночные, 1, 2. Из следующей петли мы вяжем 2. Сначала мы вяжем 1 лицевую за переднюю стенку, за левую. Не скидываем эту петлю с левой спицы. И сейчас за правую дальнюю петлю еще 1 лицевая, скинули. 2 изнаночные. Повторяем. Из передней стенки лицевой петли, вот она левая стенка, мы вывязываем лицевую, петлю с левой спицы не скинули, еще 1 лицевую за заднюю стенку правую скинули. И так до конца ряда. Лицевая за переднюю, лицевая за заднюю, 2 изнаночные, лицевая за переднюю стенку, за заднюю, скинули, 2 изнаночных, лицевая за переднюю стенку, лицевая за заднюю стенку, 2 петли симметрии, 2 изнаночные и кромочная. Отличие от начала вязания в том, что первая петля у нас в самом начале, она расположена по-другому. В дальнейшем мы вяжем именно так, как я сейчас показала. Итак, второй ряд, 2 лицевые. И из 2 петель, вот они сдвоенные, мы вяжем 1 изнаночную. 2 лицевые, из 2 1 изнаночная, 2 лицевые, из 2 1 изнаночная, из 2 1 изнаночная, 2 лицевые, из 2 1, 2 лицевые, кромочная, вот так. И сейчас вяжем 2 ряда лицевой глади. Все петли лицевые, это 3-й ряд раппорта. Кромочная, изнаночная. И 4-й ряд раппорта, все петли изнаночные. Довольно простой узор. Интересный и простой узор. На камеру он как-то выглядит немножко пустовато. На самом деле узор достаточно объемный. Камера как-то мне не хочет ее хорошо, этот узор, показать. Сейчас как-то развернуть надо. Этот узор в гладкой пряже немножко засвечивает камера. На самом деле он достаточно объемный. Этот объем лучше видно, чем сейчас на камеру. Пряжа, потому что у меня немного блестит. Поэтому вот такой немножко недостоверный эффект. На самом деле узор очень интересный. Обязательно возьмите его в копилку. Он не косит. Изнаночная сторона простая, аккуратная. Это наш маленький небольшой образец из пушистой пряжи. Покажу вам этот моточек. Это Alize батик или батик, как правильно. Честно хочу сказать, пряжа должна быть с хорошим ворсиком. По крайней мере, раньше она такой была. А сейчас мне эта пряжа совершенно не нравится. И изделия в них лично для меня смотрятся грубо. Вот она, пряжа была раньше. Это обычная Alize Lana Gold, Alize Angora Gold. Вот она. Очень мягкая, нежная. Несмотря, конечно, она немножко колкая.
Но вот эта пряжа, она невероятно жесткая, колючая и не пушистая практически. Честно, я недовольна этой пряжей в последнее время. Я не знаю, либо это у них изменилась технология изготовления пряжи. Не знаю, не понравилось. Хотя очень интересная такая расцветка для тех, кто, возможно, захочет купить эту пряжу. Вот сравниваю две ниточки, какая была раньше розовая и какая она сейчас. То есть эта пряжа намного толще. Она не такая пушистая, она очень жесткая. То есть я даже вот сейчас по пальцу веду, и мне неприятно, она хрустит и даже скребет палец. То есть какие изделия из них получатся, я не знаю. Даже не хочу больше из нее вязать, если честно. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх, если этот узор вам понравился. И до встречи в новых видео. Пока!